Всем доброго утра. Бывают такие исключения, что я иногда и по утрам снимаю. Не ранним утром, а утром. Это у нас Зена что-то вас не увидела. Мы с вами говорили уже о том, что вода обладает памятью, что вода запоминает информацию, о том, что талая вода имеет определенную структуру. Внутри разрушается старая структура и формируется новая. И вот талая вода имеет особые свойства: очищать, убирать, оздоравливать, выводить из организма всякую хворь. Вода может быть живой и мертвой, и об этом мы с вами тоже говорили. Мертвая вода собирается с гиблых мест, с кладбища. Мертвую воду делают и дома, но, конечно, она не обладает такой силой, как кладбищенская вода, которая вбирает в себя энергию кладбища мертвого мира. Если человеку, подавая чай или кофе, постоянно шептать какую-нибудь гадость и пожелание, и пройдет не очень много времени, человек заболеет, потому что вы заряжаете воду этой информацией отрицательной, злой информацией. Вода, как стихия очищения, она смывает беды, она смывает порчи, смывает иногда, не иногда, если правильно сделать, в совокупности с другими ритуалами, и проклятие смывает с человека. На воду наговаривали и умывались, чтобы быть красивыми, чтобы понравиться. Это можно продолжать бесконечно. Если вам интересно, можете открыть, посмотреть стихии в магии, 4 стихии. И у меня есть большая такая целая огромная лекция. Сегодня я хочу подарить вам ритуал, который поможет вам привлечь благополучие в жизнь с помощью воды. У вас наверняка уже есть водная чистка, чистка водой. Многие распечатали, написали от руки, потом склеили в там определенный файл, чтобы вода не попадала, и как-то приспособили в душевой кабине или где они купаются. Некоторые даже выложили из маленьких каких-то этих камушков или что там, выложили этот заговор в душе, чтобы каждый раз, купаясь, начитывать. Это из тех работ, которые нужно делать часто. Вот каждый раз, когда вы после работы заходите в душ, каждый раз, когда просто занимаетесь собой, идете приводить себя в порядок, да, соблюдая гигиенические нормы нашей жизни, нашего бытия, каждый раз читайте этот заговор. И чтобы вам было удобно, или распечатайте, или напишите от руки. И можно как-то сейчас даже дома есть различные приспособления, склеить сверху эту пленку и водонепроницаемую, и то есть приклеить или просто держать в руках, как вам удобно, начитывая. Здесь обычно этот заговор, то есть я рекомендовала, потому что это не новый заговор, я когда-то давала этот заговор. Не на канале, правда, в Одноклассниках, но потом уже исчезли те каналы, и я вот иногда переснимаю старые работы. 4 раза, поскольку 4 стороны света. Никуда поворачиваться не нужно, просто читать 4 раза. Значит, открывайте воду. Вот вода должна смывать с вас все, и читайте, как-то ухитряйтесь так прочитать, чтобы не бульканье воды слышно было, а ваш шепот. Читайте 4 раза. Будет такое ощущение, как будто с вас что-то такое тяжелое падает, знаете, потом ощущение легкости. Вот если вы сделаете это своей привычкой,
в скором времени вы заметите, что с вас убирают эту отрицательную энергию и привлекают в вашу жизнь положительную энергию. А положительная энергия – это так называемый ресурс. Он притягивает и богатство, и деньги, и нужных людей, и нужные связи, и ведет вас к вашей судьбе, ведет вас туда, где вот счастливый случай вам, как бы вас ждет этот счастливый случай, и он дает вам то, что вы хотите от этой жизни. Знаете, был такой замечательный поэт Руми, персидский поэт, который сказал: то, что ты ищешь, оно ищет тебя. То есть вот если человек ищет жизнь в достатке, значит, жизнь в достатке или достаток ищет этого человека, чтобы подарить самого себя ему. Если ты ищешь любящее сердце, значит, это любящее сердце где-то ищет тебя. Вот вдумайтесь в эти мудрые слова. То, что ты ищешь, это ищет тебя. Вот ищите достойную жизнь, и достойная жизнь будет искать вас и найдет. А теперь заговор. 4 раза начитывайте. Он простой в применении, но не менее сильный, как все остальные работы. Вообще нет сильных или слабых работ. Иногда обычный заговор, казалось бы, такой бесхитростный, простенький, он может сработать сильнее, чем самый сильный ритуал. Смотря в этот момент, знаете, как сложились звезды, какая у вас была энергия, желание ваше внутреннее. Вот так и сработает. Итак, начнем. Святая вода, вечная водица, ты даешь мне жить, ты даешь мне напиться. Помоги мне от безденежья освободиться, от неудач отцепиться и за столом богов удачи прокормиться, где священные птицы машут крылами, где злато и серебро под ногами, где стоят сундуки с мехами, соболями, каменьями и жемчугами. Мне за столом богов сидеть, славить их и почитать, пировать и богатеть. С ног до головы озолотиться, в удачу и в успех обрядиться. И да благословят меня боги, ключ, замок, язык, заклинаю. Святая вода, вечная водица, ты даешь мне жить, ты даешь мне напиться. Помоги мне от безденежья освободиться, от неудач отцепиться и за столом богов удачи прокормиться, где священные птицы машут крылами, где злато и серебро под ногами, где стоят сундуки с мехами, соболями, каменьями и жемчугами. Мне за столом богов сидеть, славить их и почитать, пировать и богатеть. С ног до головы озолотиться, в удачу и в успех обрядиться. И да благословят меня боги, ключ, замок, язык, заклинаю. Святая вода, вечная водица, ты даешь мне жить, ты даешь мне напиться. Помоги мне от безденежья освободиться, от неудач отцепиться и за столом богов удачи прокормиться, где священные птицы машут крылами, где злато и серебро под ногами, где стоят сундуки с мехами, соболями, каменьями и жемчугами. Мне за столом богов сидеть, славить их и почитать, пировать и богатеть. С ног до головы озолотиться, в удачу и в успех обрядиться. И да благословят меня боги, ключ, замок, язык, заклинаю. Святая вода, вечная водица, ты даешь мне жить, ты даешь мне напиться. Помоги мне от безденежья освободиться, от неудач отцепиться и за столом богов удачи прокормиться, где священные птицы машут крылами,
где злато и серебро под ногами, где стоят сундуки с мехами, соболями, каменьями и жемчугами. Мне за столом богов сидеть, славить их и почитать, пировать и богатеть. С ног до головы озолотиться, в удачу и в успех обрядиться. И да благословят меня боги, ключ, замок, язык. Заклинаю.